Представьте себе мир, где каждый из нас, оказавшись в привычной обстановке, внезапно лишается доступа ко всему, что связано с виртуальной реальностью. В этом новом, неожиданном сценарии виртуальный мир, который стал частью нашей повседневной жизни, исчезает, оставляя за собой только пустоту. Как же изменится наша жизнь в условиях исчезновения интернета и какие последствия нас ждут? Первое, что бросается в глаза, это резкое ухудшение коммуникации. Мы привыкли обмениваться сообщениями мгновенно, общаться с друзьями, коллегами и семьей, используя различные мессенджеры и социальные сети. Без интернета нам придется возвращаться к старым добрым методам, письмам и телефонным звонкам. Но представьте, как сложно будет организовать встречу, когда невозможно быстро отправить сообщение. Система обмена информацией будет медленной и громоздкой, что приведет к проблемам в личной и профессиональной жизни. Следующим важным аспектом станет доступ к информации. Энциклопедии, научные публикации, обучающие курсы – все это станет недоступным, если интернет исчезнет. Студенты потеряют возможность учиться онлайн, а те, кто уже использует цифровые ресурсы для работы, окажутся в трудной ситуации. Библиотеки снова станут основным источником знаний, но их ресурсы ограничены. Глобализация знаний, которая происходила в последние десятилетия, будет разрушена, и многие люди просто окажутся в неведении. Не менее важным фактором будут экономические последствия. Множество бизнесов, зависящих от интернета, окажутся на грани краха. Онлайн-магазины закроются, и мы вернемся к традиционным магазинам, которые могут не справиться с наплывом покупателей. Многие компании, занимавшиеся онлайн-услугами, будут вынуждены искать новые модели ведения бизнеса, но не все смогут выжить в условиях жесткой конкуренции и высокой потребности в физическом присутствии. Культурные аспекты жизни также подвергнутся изменениям. Виртуальные развлечения, игры и стриминговые сервисы станут недоступными, и нам придется искать альтернативные способы досуга. Возвращение к настольным играм, чтению книг и посещению театров станет не просто хобби, а необходимостью. Это приведет к восстановлению общественных связей в реальной жизни, однако параллельно с этим может возникнуть чувство отчуждения у тех, кто привык находиться в виртуальной среде. В условиях утраты виртуальной связи придется адаптироваться и искать новые способы коммуникации, развлечения и работы. Новые реалии потребуют от нас больших усилий для восстановления привычного образа жизни. Мы вступаем в эпоху, где каждый день будет испытанием на прочность, а привычные удобства станут недостижимой роскошью. Но как мы будем справляться с этими вызовами? Как изменится наше общество, когда виртуальная связь уйдет в прошлое? Ответы на эти вопросы будут раскрыты в последующих событиях нашей истории. Потеря доступа к интернету приведет к тому, что мы столкнемся с резким падением уровня знаний и информации. Книги, статьи и исследования, которые раньше были доступны в любом уголке мира, теперь будут лежать в запыленных библиотеках. Для миллионов студентов и профессионалов, которые полагались на онлайн-ресурсы, это станет настоящим шоком. В университете, где студенты использовали онлайн-библиотеки для написания курсовых и исследований, придется возвращаться к традиционным методам. Учебные пособия станут дефицитом. Образование, которое постепенно переходило в цифровую форму, вернется к офлайн-урокам, где единственным источником информации будут старые учебники. Для многих людей это станет настоящим вызовом, ведь для поиска нужной информации потребуется больше времени и усилий. Учителя и преподаватели тоже окажутся в сложной ситуации. Как передать знания новым поколениям, когда они не могут использовать современные технологии? Среди прочего, огромное количество информации, имеющейся в интернете, будет утеряно навсегда. Мы привыкли к тому, что все знания собраны в одном месте, и теперь, когда этого места больше нет, многие важные исторические факты, научные открытия и культурные достижения окажутся недоступными. Представьте, что вся информация о великих ученых, открытиях и исторических событиях останется на страницах устаревших книг, доступ к которым имели немногие. Это не просто потеря фактов, это утрата культурного наследия. Параллельно с этим, компании, которые полагались на интернет для хранения и обмена информацией, столкнутся с колоссальными трудностями. Тысячи данных, хранение которых было организовано в облачных сервисах, исчезнут. Базы данных клиентов и истории покупок станут недоступными, что приведет к потере бизнеса. Владельцы малого бизнеса должны будут пересмотреть свои стратегии, так как они больше не смогут полагаться на онлайн-продвижение и рекламу. В области здравоохранения это также окажет значительное влияние. Врачи, использующие электронные записи пациентов, столкнутся с большой проблемой. Им придется заново создавать всю информацию, что может занять недели, если не месяцы. Из-за этого могут возникнуть задержки в лечении и диагностике, что в конечном итоге угрожает жизни и здоровью людей. Таким образом, потеря доступа к интернету станет не только вызовом для личной жизни каждого из нас, но и ключевым моментом, который окажет сильное влияние на весь общественный строй. В этой новой реальности нам придется искать альтернативные пути получения знаний и доступа к информации. Как мы будем справляться с вызовами, которые возникнут в результате утраты виртуальной связи? Как изменится наше общество, когда доступ к знаниям будет ограничен?
Ответы на эти вопросы станут очевидными, когда мы начнем рассматривать изменения в социальном взаимодействии и общении между людьми. В условиях отсутствия интернета наше общество столкнется с кардинальными изменениями в сфере социального общения. Мы привыкли к виртуальным контактам, социальным сетям и мгновенным сообщениям, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Когда же эти коммуникационные каналы исчезнут, мы окажемся в среде, где общение снова станет личным и непосредственным. Люди, которые часто общались через экраны, будут вынуждены изучать навыки общения лицом к лицу, что может вызвать как интерес, так и трение. Молодое поколение, выросшее на экранах, столкнется с трудностями в социальных взаимодействиях. У них не будет привычных инструментов, эмоций и реакций, которые мы передаем через цифровые сообщения. Переписки, фотографии и видеозвонки больше не будут доступны. В результате многие могут почувствовать себя неуверенно и даже потерянно, когда придется завести разговор с незнакомцем в реальной жизни. Люди начнут осознавать, что простые вещи, такие как обмен взглядами или улыбками, получат новое значение и важность. Обсуждение актуальных тем и новостей, которые ранее происходило онлайн, теперь будет проходить в кафе, парках и на площадях. Однако в условиях отсутствия интернета обмен мнениями также станет ограниченным. Без доступа к новостным сайтам и социальным медиа люди будут полагаться на устные пересказы и мнения своих знакомых. Это может привести к искажению информации и распространению слухов, ведь каждое сообщение будет зависеть от субъективной интерпретации. Также стоит отметить, что исчезновение интернета изменит способы организации общественных мероприятий. Без возможности быстро собирать группы людей через платформы, такие как Facebook или Eventbrite, организации придется вернуться к традиционным методам, с помощью которых они когда-то собирали своих участников. Это может включать в себя раздачу листовок, объявления в местных газетах или знакомство с людьми на улицах, что, в свою очередь, потребует от организаторов больше времени и усилий. В то же время отсутствие интернет-технологий создаст уникальные возможности для восстановления общественных связей. Люди будут чаще встречаться вживую, и не исключено, что такие встречи откроют двери для нового дружелюбия. В парках, на площадях и в общественном транспорте появится множество разговоров и новых знакомств. Оживленные беседы, обмен опытом и даже спонтанные вечеринки могут вернуть нас к тому, что мы потеряли за последние годы. Также стоит ожидать, что социальные структуры и группы начнут формироваться по новым критериям. Объединения, основанные на хобби, интересах или даже проблемах, смогут эффективно функционировать в физическом пространстве. Общества, известные своим единством, будут иметь возможность собираться и действовать в реальной жизни, что может привести к увеличению социальной активности и повышению уровня доверия в обществе. В условиях новой реальности человек станет вновь ценить момент, проведенный с ближними. Вместо того, чтобы сидеть с телефонами в руках, мы станем больше ценить время, проведенное в беседах, совместных ужинах и прогулках. Эта потеря может принести свои плоды, когда люди начнут переосмысливать ценность общения и находить радость в простых вещах, которые когда-то казались обыденными. Итак, общество, лишенное виртуальной связи, будет вынуждено адаптироваться и находить новые способы общения и взаимодействия. Любовь, дружба и поддержку теперь будет необходимо искать в окружающем мире, и, возможно, это приведет к более крепким связям и глубоким отношениям. Однако впереди еще больше изменений, и наше общество должно будет столкнуться с новыми реалиями в сфере экономики и повседневной жизни, которые оставят свой след на каждом из нас. Когда интернет исчезает, экономика начинает стремительно меняться. Бизнесы, которые до этого времени полагались на виртуальную связь для ведения своих дел, сталкиваются с серьезными проблемами. Онлайн-магазины, которые обеспечивали миллионы покупок, закрываются, и люди вынуждены возвращаться к традиционным магазинам. Однако многие из них не готовы к наплыву покупателей, что приводит к длинным очередям и нехватке товаров на полках. Местные рынки начинают заполняться, но их ассортимент ограничен, а цены растут из-за высоких затрат на доставку. Для малых и средних предприятий эта ситуация становится настоящим испытанием. Компании, которые раньше использовали интернет для рекламы и продвижения своих товаров, теряют возможность достигать своей аудитории. Реклама в печатных изданиях и на радио не может соперничать с тем объемом информации, который интернет предоставлял за считанные секунды. Предприниматели начинают искать новые способы ведения бизнеса. Они открывают физические магазины, становятся более активными в местных сообществах и начинают взаимодействовать с клиентами лицом к лицу. В результате торговля становится более локальной. Люди начинают ценить продукцию местных производителей и поставщиков, что приводит к восстановлению старых традиций и ремесел. Рынки и ярмарки снова становятся центрами притяжения, где сосредоточены не только товары, но и люди. Однако это также поднимает вопросы о качестве и доступности товаров. В условиях, когда многие производители не могут справиться с ростом спроса, покупатели сталкиваются с дефицитом привычных товаров. Проблемы не обошли стороной и сферу услуг. Рестораны, которые полагались на онлайн-заказы и доставку, испытывают значительные трудности.
Без возможности принимать заказы через интернет, многие из них теряют постоянных клиентов. Однако это открывает новые горизонты. Рестораны начинают предлагать специальные акции и мероприятия для привлечения посетителей, становясь центрами общественной жизни. Люди начинают больше общаться, обедая вместе, и это порождает новые идеи для бизнеса. Также стоит отметить, что без интернета компании теряют доступ к данным о своих клиентах. Базы данных, которые хранятся в облачных системах, становятся недоступными. Это означает, что компании должны будут заново собирать информацию о своих клиентах. В связи с этим владельцы бизнеса сталкиваются с необходимостью создания новых методов для получения обратной связи и понимания предпочтений своих покупателей. На финансовом рынке ситуация также становится сложной. Брокерские компании, работающие в основном онлайн, прекращают свои операции. Люди, которые привыкли торговать акциями через приложение, теперь должны обращаться к традиционным брокерам. Это приводит к замедлению сделок и потере интереса к инвестициям. Сложности на финансовых рынках отражаются на всей экономике. Компании начинают сокращать штат, а уровень безработицы стремительно растет. Сфера образования также вносит свою лепту в экономическую картину. Учебные заведения теряют возможность проводить занятия онлайн, а это вызывает необходимость возвращаться к традиционным методам обучения. Студенты, которые привыкли к удобству онлайн-курсов, сталкиваются с трудностями в адаптации к офлайн-формату. Это приводит к необходимости обновления учебных планов, закупки новых учебников и создания новых программ, что требует дополнительных инвестиций. Таким образом, экономика без интернета становится ареной для новых вызовов и возможностей. Бизнесы адаптируются к новым условиям, находя альтернативные пути для выживания. Люди начинают ценить местные товары и услуги, восстанавливаются традиции и ремесла. Экономическая реальность перерабатывается, и в этом новом мире появляется возможность для роста и изменения. Однако впереди нас ждут еще более глубокие изменения в нашей жизни, которые потребуют от нас способности адаптироваться и находить решения в условиях новой реальности. В условиях исчезновения интернета восстановление привычной жизни станет настоящим вызовом для каждого из нас. Первое, что придется сделать, это адаптироваться к новому режиму, где ни один из нас не сможет полагаться на онлайн-сервисы для получения информации или услуг. Люди начнут искать альтернативные способы взаимодействия и организации своего быта. Вернуться к привычной практике написания списков дел на бумаге, ведь без доступа к приложениям для планирования придется использовать старые методы. Семьи начнут проводить больше времени вместе, поскольку общение через экран станет невозможным. Ужин станет не просто приемом пищи, а важным ритуалом, где каждый будет делиться своими новостями и впечатлениями. Родители будут больше вовлечены в жизнь своих детей, обсуждая с ними привычные школьные задачи, которые теперь выполняются по старинке, с использованием бумажных учебников и тетрадей. Соседи, которые ранее общались только через социальные сети, начнут знакомиться друг с другом в реальной жизни. Местные сообщества возродятся, и люди вспомнят, что такое дружба, основанная на реальных встречах. Жители улиц и районов будут организовывать совместные мероприятия, такие как барбекю на заднем дворе или пикники в парке. Уличные ярмарки станут центром притяжения, где можно обсудить новости и обменяться рецептами. Вернется мода на хобби, которые не нуждаются в интернет-поддержке. Кулинария, рукоделие и садоводство станут не только увлечением, но и реальным способом разнообразить жизнь. Люди начнут обмениваться навыками. Кто-то научит соседей печь хлеб, другой покажет, как ухаживать за растениями. Это повысит уровень взаимодействия и качество общения, создавая настоящие сообщества по интересам. Молодежь, выросшая на виртуальных развлечениях, столкнется с необходимостью находить себе занятия без технологий. Они будут открывать для себя книги, настольные игры и спортивные активности. Спорт на свежем воздухе станет новой нормой, и парки заполнятся группами людей, занимающимися физической активностью. Итогом станет повышение общего уровня здоровья и физической активности населения. С помощью местных библиотек и культурных центров начнут возобновляться общественные лекции и мастер-классы. Профессионалы и любители смогут делиться своим опытом, что станет отличным способом получения знаний и навыков. Учителя и преподаватели, научившись обходиться без технологий, будут использовать креативные методы обучения. Например, они могут организовывать выездные уроки на природе, демонстрируя, как изучаемые предметы связаны с окружающим миром. При этом создание новых форматов досуга станет вопросом времени. Местные кинотеатры, театры и концертные залы смогут возродиться благодаря живому обмену культурными впечатлениями. Вместо стриминговых сервисов люди начнут собираться вместе, чтобы смотреть фильмы и обсуждать их. Вечера с настольными играми и чтением книг станут привычным досугом, открывая новые горизонты для общения и взаимодействия. Возвращение к привычной жизни потребует от нас выдержки и терпения. Люди будут учиться ценить моменты, которые прежде воспринимались как обыденные. Привычные действия, такие как прогулки и встречи с друзьями, обретут новое значение. Восстановление традиционных форм общения и времяпрепровождения обогатит жизнь каждого из нас, создавая более тесные связи между людьми.
Но что нас ждет впереди, когда мы начнем принимать новую реальность и адаптироваться к ней? В этом мире без виртуальных границ мы столкнемся с удивительными открытиями и вызовами. В новой реальности, где интернет перестал существовать, нам предстоит адаптироваться к совершенно иному образу жизни. Первым делом мы начнем пересматривать свои привычки и восприятие повседневных задач, отказываясь от удобств, которые стали частью нашего существования. Вскоре мы осознаем, что простые дела, такие как составление списка покупок или планирование дня, вновь вернутся в руки бумаги и ручки. Вероятно, мы будем делать заметки на старых блокнотах, вспоминая, как это было до цифровой эры. Семьи начнут проводить больше времени вместе. Ужин станет не просто приемом пищи, а важным ритуалом, где каждый член семьи делится своими новостями и впечатлениями. Родители снова станут активно вовлеченными в жизнь своих детей, обсуждая с ними школьные задания, которые теперь нужно выполнять с помощью бумажных учебников и тетрадей. Совместные занятия станут более насыщенными, а разговоры более искренними. Улицы и соседи, ранее общавшиеся только через экраны, начнут знакомиться друг с другом в реальной жизни. Местные сообщества возродятся, и люди вспомнят, что такое дружба, основанная на реальных встречах. Жители улиц будут организовывать совместные мероприятия, такие как барбекю на заднем дворе или пикники в парке. Ярмарки станут центром притяжения для обмена новостями и рецептами. Весьма вероятно, что такие мероприятия станут основой для обмена навыками и знаниями, которые раньше можно было получить только онлайн. Хобби, не требующие доступа к интернету, вновь займут центральное место в жизни людей. Кулинария, рукоделие и садоводство станут не только увлечением, но и реальным способом разнообразить жизнь. Люди начнут обмениваться навыками. Кто-то научит соседей печь хлеб, другой покажет, как ухаживать за растениями. Это повысит уровень взаимодействия и создаст настоящее сообщество по интересам. Молодые люди, выросшие на виртуальных развлечениях, столкнутся с необходимостью находить себе занятия без технологий. Они начнут открывать для себя книги, настольные игры и физическую активность. Спорт на свежем воздухе станет новой нормой, и парки заполнятся группами людей, занимающимися спортом или просто прогуливающихся по улицам. В результате уровень физической активности населения повысится, что будет положительно сказываться на здоровье. Местные библиотеки и культурные центры возобновят свои функции, предлагая общественные лекции и мастер-классы. Профессионалы и любители смогут делиться своим опытом и знаниями, что станет отличным способом получения новых навыков. Учителя, научившись обходиться без технологий, будут использовать креативные методы обучения, такие как выездные уроки на природе, где практические занятия станут неотъемлемой частью процесса. Кинотеатры, театры и концертные залы вернутся к жизни благодаря живому обмену культурными впечатлениями. Вместо того, чтобы смотреть фильмы в одиночестве, люди начнут собираться вместе, чтобы наслаждаться совместным просмотром и обсуждением. Вечера с настольными играми и чтением книг станут привычным досугом, открывая новые горизонты для общения и взаимодействия. Неоднозначная ситуация, связанная с отсутствием интернета, приведет к необходимости адаптироваться. Люди начнут ценить моменты, которые прежде воспринимались как обыденные. Привычные действия, такие как прогулки, встречи с друзьями и занятия спортом, обретут новое значение. Восстановление традиционных форм общения обогатит жизнь каждого из нас, создавая более крепкие связи между людьми. В этом мире без виртуальных границ мы столкнемся с удивительными открытиями и вызовами, которые подстегнут наше стремление к общению и взаимодействию.